Всем привет! Вы на канале Hinode Japan. Меня зовут Владислав, это мой друг ТЦ. Сегодня мы находимся в центре Токио. Мы приехали сюда, чтобы снять несколько исторических мест. Погода сегодня отличная, светит солнышко, на улице тепло. Будем сегодня много гулять и параллельно рассказывать и показывать вам Токио. Всем приятного просмотра, идем гулять. Сразу прошу прощения, к сожалению, половина видео получилась без звука. Заметил только это, когда мы все отснимали, поэтому решил записать звук отдельно. Надеюсь, ничего страшного. Ну и получается, первым местом, которое мы решили посетить сегодня, был конфуцианский храм под названием Юшима Сейдо. Данный храм был построен в 17 веке в эпоху Эдо. Этот храм является одним из важных институтов сёгуната. В эпоху Эдо в Японию пришло религиозно-философское учение конфуцианства. Я думаю, все его знают. Для того, чтобы эту систему распространить по всей Японии, было принято решение построить храм, университет, в котором будут обучать людей конфуцианству. И этот университет является первым в Японии высшим учебным заведением. Основателем данного университета является сёгун Токугава Цунайоси. Территория храма довольно большая. Здесь есть парк с тихими уютными дорожками. И, конечно же, мы с Тецей нашли статую самого Конфуция. На входе в храм мы также обнаружили вот такой вот стенд с табличками, на которых написано «Гоукаку», два иероглифа. По-японски это означает «успешная сдача экзамена». Школьники и студенты приходят сюда, чтобы помолиться за успешную сдачу экзаменов, вешая таким вот образом таблички, на которых написано слово «Гоукаку» и имя и фамилия человека, кто прикрепил вот эту табличку. Помимо этого, во внутреннем дворике самого храма мы нашли вот такую вот интересную конструкцию. Я сначала не понимал, что это такое. Какое-то ведро висит, вода, для чего, зачем. Но потом, прочтя описание этой конструкции, для чего она здесь сделана, я был немножко удивлен. Здесь вот висит такое ведерко, нужно набрать воды таким образом, чтобы ведро не перевернулось и вода не пролилась. Если все же ведро опрокинулось, это значит, что ты перелил воды и нарушил баланс. Тебе нужно начинать все заново. Вот и в описании прописано то, что в учебе все так же. Если ты будешь слишком много усердствовать и не знать предела, последствия могут быть такие же, как с этим ведром. Довольно интересная мысль, мне понравилась. В принципе, я также считаю, что все нужно делать в меру и никогда не переусердствовать. Заглянули мы также с Тецей внутрь самого храма. Там находилась мебель древняя, с тех времен, когда храм был построен. Большое количество картин с китайскими мудрецами, ну и много других различных интересных вещей. Побродили мы еще с Тецей где-то часок в этом храме, направились к нашему следующему месту. Следующим нашим местом стал собор Воскресения Христова. Никогда бы не подумал, что в центре Токио может находиться такой огромный православный храм. Данный храм находится недалеко от станции Очаномидзу. Японцы его называют Никорайдо, потому что его основал русский епископ Николай Касаткин. И данный собор имеет официальный статус важного памятника культуры японского государства. Он был построен в 1872 году, когда русская духовная миссия в Японии в главе с епископом Николаем Касаткиным переселилась в Токио из Хакодате. Проектировал здание русский архитектор Михаил Щурупов, а строительством уже занимался английский архитектор Джошуа Кондор. Территория храма не такая уж большая. Мы зашли внутрь собора. К сожалению, нам поснимать не разрешили там. Но скажу, что внутри все так же, как в наших церквях. Огромный высокий потолок, иконы на стенах, причем их очень много висит, и вот этот вот запах свечей и ладана. Сразу себя вспоминаешь, когда в детстве ходил с бабушкой в церковь. На входе необходимо заплатить 300 йен. Эта сумма взимается в качестве пожертвования. Тебе дают брошюрку. Брошюрки на нескольких языках. Вот, я взял себе на русском. Там написана история данного собора, как он был построен, когда построен и так далее. Сам собор открыт каждый день
Здесь проводятся различные богослужения, можно заказать обряды, такие как крещение, похороны, бракосочетание и так далее. Вот. И, кстати, я удивился, что в храме было довольно много японцев, православных. Вот я даже не ожидал, что их может быть такое количество. Все, кто живет в Токио, обязательно советую посетить данный собор. Потому что такой вот памятник культуры, причем в центре Токио. Обязательно приходите. А мы с ТЦ идем дальше. Мы сейчас с ТЦ зашли немного подкрепиться, потому что устали. Такая лапша с соусом мисо. Гёзу заказали, такие китайские пельмени. Вот здесь тоже лапша у нас. Поэтому сейчас быстренько перекусим и пойдем дальше. В планах у нас еще посетить пару мест на сегодня. Поэтому всем приятного аппетита. Так, ну и вот мы добрались до нашего третьего места. Я думаю, вы уже видите, что написано. Это Токио Дом. Это здание было более 30 лет назад было создано. Вот, по большей части для бейсбола. Но сейчас здесь проводятся различные концерты, мероприятия какие-то. Потому что это здание, как видите, очень большое. И очень удобно именно проводить что-то такие масштабные какие-то мероприятия. 日本で野球代表のことは侍ジャパンっていう Скита Гутар, 聞いたことある。 Самурай Джапан. Да, сегодня как раз воскресенье, финал чемпионата по бейсболу. У Японии большие шансы выиграть. Видите, люди уже начинают собираться. Но еще не вечер. 平日だったら何もなければあんまり人いない。あんまり人いない。Получается, будний день, если ничего не проводится, в принципе, здесь не так много людей. Но сегодня в честь чемпионата людей очень много. И Тецу говорит, что вообще ближе к вечеру, так как Япония в 7 часов, он сказал, они будут играть, здесь просто будет все заполнено. Поэтому до этого времени нам лучше отсюда свалить, потому что потом можем отсюда не выбраться. Видите, магазины есть различные спортивные и кафешки. Ну и рядом вот парк аттракционов. Здесь все так вот взаимосвязано. Парк аттракционов называется Лакуа. Ракуа.東京のシンボルの木、かつのイチョウっていう木。そう。まあ、この木はまあいいんだけど、この木が毎年秋に実をつけるんだけど、実だよ。実が、まあ実はまだいいんだけど、実を踏むとめちゃくちゃ臭いの。臭い。ここはまだ東京ドームの周りとかで綺麗にされてるからいいけど、まあ、普通のところはあんま綺麗にされてないから。これそれどこやつそう、銀杏っていうのが、これとかかな。これ聞いたのか。これだね。入れた後。だからめちゃくちゃ臭いんだよね、これが。この辺に乗ってるやつ。そう。食べると美味しいんだけどね、意外と。食べると美味しい。そうそう、まあ、このまま食べるんじゃなくて、だから乾燥させて食べるんだけど。そう、だからね、
東京これ何の匂いするの？なんだろう神奈川にあんま多分ないと思うんだよね。東京の木だからこれは東京のシンボルしたいんだよな。うんこみたいなにうんこみたいな。そうちょっと帰ろう。これカード？いや俺カードだったんですよ。大丈夫？大丈夫。じゃあブラだ。あれまあ普通にのし上がるかな。のし上がらないか。ないでしょ。Город. Сейчас мы пришли в знаменитый сад, который называется Гоура Коэн. Есть такие три иероглифа. 道楽。 Коура Коэн. Управлять нет это. Коура Коэн.初めて来た。Возьмите. Отец говорит, первый раз пришел. Ну, там чуть виднеется Токио дом. Прямо. Такое озеро здесь есть. Нантомидзуми. これはこうだから最高多分今ここにいる。最高. Ну да, потому что трудно представить какой-то японский сад без озера посередине. お寺にある動物で日本語では狛犬って言って犬って呼んでるんだけど、なんかよく本当はライオンなんじゃないかって言われてるんだよ。そうだからライオンの絵がヨーロッパから中国に行ってそれをさらにこういろんな人が描いていくうちにこうなった。犬全然犬に見えないから確かに。なんかよくライオン本当はライオンだったんじゃないかって言われてる。で一つはあって言ってるの。あ、こっちはうんって言ってるの。あ、そうなの。そうだからよく仲のいい二人のことをあうんの呼吸っていうの。あうん。あうんあと一つは口開いてもうそれ知らなかった。なんでだろう。だって育てないじゃん。冬なのか稲だ。小学生がやってるんだ。なんて Здесь у нас рисовое поле. Только непонятно, почему в такой сезон выращивают. Смогут ли они вырастить?多いね、東京都ですね。
Ну и вот мы дошли в последнее место, которое сегодня хотели посетить. Такой вот храм посреди Токио. おりますけど、アマテラス大神っていうのが、なんか神様たくさんいるんだけど、その中で一番偉い神様が、うん伊勢神宮に祀られてる。これ太陽の神様みたいА, な。だから一番神様の中でも、まあ、一番偉い神様。 сейчас. ТЦ бросил монетку, молится. Загадал желание. Не будем спрашивать, что он загадал. Надеюсь, что сбудется. これなんか恋愛の神様とかもいるから、 А, Сайкото Дакарака. それもある。 Да, я заметил слишком много молодых девчонок здесь. Вот ТЦ говорит, что здесь боги любви находятся в этом храме, поэтому я так понял, многие девчонки приходят 建物の作りが помолиться за любовь. Ее. 建物の作り屋根とかが、 А, このやっぱ神社と違ってやっぱ伊勢神宮に似せてある特別ななんか作り、 на Камезараши. 珍しいことでこう珍しい。 Да, кстати, да. Вот эти колонны, которые на крыше расположены, довольно необычно выглядят для храма синтоистского. Докунокенек. Ми 三重県 Мияке. Здесь получается основной храм, основное здание храма находится в Миякен. Вот он называется Исэй Джингу. А в Токио, я так понял, что дополнительно еще один храм был построен. Вот плакат такой, где говорится о том, что основное здание, оно находится в другой префектуре. Сейчас мы пришли на станцию Идабаши. Закончили все снимать. Сейчас пойдем ужинать. Заказали вот такую вот рыбу. Перед нами прям ее поджарили. Сейчас будем пробовать. Хорошо. Здесь горчица. Тут нам поднесли такую плитку. Здесь у нас мясо с капустой. Такой лимон. Сейчас будем готовить здесь вот. Ну и вот, подходит к концу наше видео. Наелись мы, нагулялись сегодня. Сколько посетили? 4 места. Прошли достаточно большое количество километров сегодня. Было весело исследовать Токио, потому что Токио довольно большой город. Здесь много чего есть. Поэтому это не последнее видео о Токио. Будет еще. Сегодня мы гуляли в район Очаномизу, Суидобаши, Идабаши. Эти районы центров в Токио. Центральные районы в Токио. Центральный район в Токио. Ну, там есть очень старое здание,
очень современные здания, очень интересный район. Да, достаточно такой колорит, потому что, допустим, куда-то ты заворачиваешь, там какая-нибудь старая постройка, а потом, хоп, с другой стороны уже современные здания. Да. Поэтому Токио тут привлекательный тем, то, что можно ощутить себя и в какой-то древней Японии, и в современной. А мы завершаем наше видео. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, пишите комментарии. Если у вас какие-то есть пожелания будущих видео, что хотите, чтобы мы сняли с Тецуя, обязательно пишите. Мы постараемся ваши обещания выполнить. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в новых видео. Всем пока. Пока. Здесь летит, Течет. здесь течет река, называют Кандагава. Я вам пою очень известная песня Кандагава. あなたはもう忘れたかしら赤い手ぬぐいマフラーにして